В популярных средствах массовой информации и даже в нормах нашей культуры и многих других культур мира слово «мама» пронизано любовью, защитой, заботой и добротой. Это не просто слово, это ощущение. Но что, если это не ваша история? Что, если для вас это слово связано с другим значением? Например, ложью, пытками и убийствами. В 1994 году в маленьком городке Реймонд, штат Вашингтон, Мишель Нотек, она же Шелли, мать 3 девочек от 3 разных мужчин, придала слову «мама» устрашающий смысл. Со старшей дочерью Ники мать была особенно жестока. Сэмми было немного проще, она средняя. Ей каким-то образом удается подлизываться к Шелли. Она находится на тонкой грани верной сестры и жесткого информатора. И маленькая Тори. Она остается одна с мамой, когда старшие сестры уходят в школу. Девочки уже были подростками, когда насилие и пытки стали серьезными. Несмотря на самые ранние воспоминания детей о том, как мама душила их в детстве, ранний период их жизни был достаточно спокойным. Возможно, с Шелли тогда все было в порядке. Или просто было ощущение нормальности. Лаура, бабушка девочек, рассказывает, что с ранних лет в Шелли и ее падчерице уже зародились семена извращенного нарциссизма. Шелли обвинила своего отца в изнасиловании, потому что ей не хватало внимания. И это несмотря на то, что медиками было доказано, что она все еще была девственницей. Это показатель того, что психопатическое поведение развивалось многие годы. Предположительно, было унаследовано от ее собственной бабушки по материнской линии Анны, которая была наставницей Шелли во всех криминально сумасшедших событиях. К сожалению, сейчас невозможно проверить диагноз Шелли с профессиональной точки зрения, чтобы понять, в чем проблема – в безумии, воспитании или где-то посередине. По мере того, как девочки взрослели, Шелли заставляла их купаться в ванне с отбеливателем, отправляла голышом по морозу на склон холма и заставляла мужа обливать их водой. Пока они подскальзывались и падали в замерзшую грязь, она делала вид, что дирижирует ими. У Шелли была подруга Кэти Лорена. Однажды на свою беду она переехала к Нотекам, и девочкам стало немного легче. Кэти стала новой целью Шелли, и насилие перешло на новый уровень. Шелли топила Кэти, морила голодом и возила в багажнике семейной машины. Кэти не выжила. Это должно было встряхнуть девочек, но история повторялась снова и снова. Каждый день, когда Ники и Сэмми выходили из дома, они обсуждали, как спасти маленькую Тори от матери. И каждый раз приходили в ужас, когда в дом Шелли приезжали новые друзья. Некоторым из вас покажется, что девочки не предпринимали никаких попыток изменить ситуацию. Так это выглядит для тех из нас, кто находится снаружи и никогда не подвергался насилию. Представлял ли Дэйв Нотек еще одну жертву, а не взрослого мужчину, который добровольно пытал своих дочерей? Убивал невинных людей, а затем скрывал улики и был сообщником. На мой взгляд, его можно судить так же строго, как и его жену Шелли. В 2003 году вместе со своим пособником, предположительно безвольным мужем-жертвой Дэйвом, Шелли была признана ответственной за десятилетия жестокого обращения и пыток детей, а также за многочисленные убийства.